Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что к вам идет? Какие события уже на пороге? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы такой человечек с характером, я бы сказала, да? У кого-то может даже проиграться, что такой довольно жесткий армейский характер. У кого-то может проиграться, что вы в прямом смысле связаны с армией. Вы человек разума, вы логичный, вы всегда продумываете, просчитываете. Прежде чем поступить, да, вот принять, может быть, какое-то решение, прежде чем особенно что-то важное, может быть, начать, закончить что-то важное, да, вот. В общем, вы 150 раз подумаете, прежде чем что-то сделать. Вы не будете импульсивно поступать. Именно такая трезвая логика, да. Напишите, ребят, давайте сделаем снова маленький наш опрос. Вот вы человек логики или же вы все-таки человек чувства, да, сердца? Вы такой человек, который руководствуется исключительно сердечком, да, тем, что вы чувствуете, а не логикой. Вот напишите, к какой группе вы относитесь. Чувство или же логичный, твердый разум? Вы человек, который, в общем-то, порой бываете такой колкий на язык. Я не говорю, что вы можете там грубияном быть, нет. Хотя бывают разные ситуации, и вас лучше не обижать. Вот вы терпите, вы бываете добрым до поры до времени. Вы обидчика можете просто на раз-два и опустить, если захотите. Вы можете и отбрить. То есть вы поставите на место любого человека, который будет не очень хорошо к вам относиться. У кого-то может проиграться, что в вашей жизни был период, когда вы, плотненько сидели на рюмке чая. Кто-то, возможно, сейчас сидит. Давайте уточним, почему. Потому что было хреново. Потому что вы, знаете, как будто вот заливали свое горе. Вот заливали именно, чтобы, знаете, вот именно напиться и забыться. Вот в таком плане. Я вам скажу, что это не говорит о том, что вы там, чуть ли не по жизни такой, да? Нет, это был какой-то определенный период, либо сейчас вот у кого-то период, просто потому что вам настолько плохо, было, либо сейчас, да, у кого как. Это такое средство успокоения, какого-то отвлечения, хотя вы очень быстро поняли, что это, никуда вас не приведет, да, вот эта рюмочка чая, но она не решает проблем, и вы это все прекрасно поняли. Далее, вы человечек, который... Вообще, вот вы как-то, знаете, вот вы живете не спеша. Вы особо не торопитесь, не суетитесь, и причем многие из вас уже как-то вот махнули на эту злодейку судьбу, да, вот махнули рукой и пустили свою жизнь на самотек. Вот как сложится, так сложится, да? Вот напишите, ребят. У кого проигрывается, да, помним, что это общий расклад, у кого резонирует. Причем здесь, да, здесь может даже проиграться, что вы таким стали именно вот после того, как вы потеряли семью. Мне показано, что вот десятка мечей у нас 100% идет разрушение семьи, либо же там гражданского брака, либо серьезных отношений. Как правило, семья, да, у нас показывает десятка пентаклей. То есть вы таким стали, я бы сказала, не то чтобы от скуки, а из-за отсутствия мотивации, из-за того, что вот семьи нет, сердце разбито, да, вот какая-то отрешенность, когда руки опускаются и не хочется ничего делать, как-то вот суетиться, ради кого, ради чего, да. Это когда у вас была семья, да, было все хорошо. Тогда, конечно, у вас женщина любимая, там, плюс дети. Я вам скажу, что у кого-то из вас даже проиграется, что по какой-то причине вы либо же редко, либо вообще не общаетесь с детьми. Здесь может очень плотно иметь влияние ваша бывшая зазноба, да?
которая либо же поставила жесткие рамки, то есть она ограничила, да, вот, может быть, даже по суду здесь могло проиграться, что каким-то образом она воздействовала даже на суд, понятно, каким образом, да, ну, мы не будем это озвучивать. Здесь либо же очень редкие встречи, либо же вообще настраивается ребенок против вас. Смотрите, у кого как резонирует, ребят, это такая, для многих из вас это больная тема. Вот напишите, у кого как проигрывается, как вы общаетесь с детьми, не общаетесь, напишите, ребят. Я всегда с удовольствием всегда читаю все ваши комментарии. Вы человечек, который, знаете, вы такой, как почему-то мне пришел мультфильм старый, да, еще из детства, либо же юношества многих из вас. Чип и Дейл спешат на помощь, да? Вот, наверное, кто-то из вас снимался в этом мультфильме, ну точно. Вы такой человек, которого даже не нужно просить о помощи. Вы всегда своим острым взглядом, вы всегда заметите, кому нужно помочь, кому нужно поддержать вот каким-то образом, словом, делом, денежкой, как угодно. Тем более у многих из вас, в общем-то, денежка есть. Я не говорю, что у всех, потому что это общий расклад. Но большинство из вас, ну, не бедствуют, ребят, правда? Ну вот, ну не бедствуйте. Хотя, конечно же, хочется всегда больше, больше. Но я бы вот сказала, что после того, как вы потеряли семью, многие из вас как-то вот плотно занялись собой. Я не беру во внимание тот период, когда было плохо, больно. Это даже не обсуждается. Это понятно, что вам было плохо, больно. И мы видели только что это на картах. Но вот как-то вы больше начали заниматься собой. Вы стали делать то, чего раньше, может быть, в браке не делали. Кто-то, может быть, какое-то хобби начал развивать, увлекаться чем-то, да, потому что ну, у кого-то проиграется, что раньше вот женщина вам то ли запрещала заниматься вот какими-то важными, интересными для вас делами, да. Знаете, как это бывает? На рыбалку не пускает, там и ты это не будешь делать, и то не будешь делать, какие-то конфликты, мелочные скандалы такие, да. А сейчас вы вот начинаете... Ну, либо уже кто-то начал, да, в зависимости от того, когда вы разошлись, начали вот именно делать то, что вам хотелось, но по той простой причине, что вам это запрещали, по той простой причине, что, может быть, вы даже денежки, когда были в семье, вы вкладывали деньги в семью, в жену, в детей, да, а сейчас, ну, на кого тратить? Ну, кто-то из вас, конечно же, помогает детям по мере возможности. Ну, а дальше что? А дальше на себя любимого. Поэтому вот в этом у вас немножко есть отдушина. Причем я вам скажу, что есть среди вас такие, которые как-то вот, ну, просто забили, грубо говоря, на личную жизнь. Вот опять же это проиграется у всех разная причина. Кто-то опустил руки, кто-то поставил крест на личной жизни. И плюс еще у многих из вас вот как-то, ну, не клеится личная жизнь. Здесь могут начинаться отношения и заканчиваться. Здесь могут быть какие-то, ну, такие короткие романы, да, хотя вы, в принципе, начинали, ну, знакомство с женщиной, начинали отношения не с целью романов, да, а вот как-то все валится, все очень быстро рушится. Напишите, у кого резонирует, ребят. Поэтому я бы сказала, что вот как-то вы сейчас, ну, основное внимание на себя любимого. Понятно, что есть среди вас и те, кто все-таки еще в поисках, да, потому что это общий расклад. Но большинство, ну, как-то вот опустили руки, ребят. Опустили руки по разной причине, как я уже говорила. Итак, давайте будем теперь смотреть, что же к вам идет, какие же события все-таки у вас на пороге. Да, посмотрите, мне опять-таки показывает, что часть из вас, да, вот поставили крест на личной жизни. Вот вы вообще ничего не делаете, да, вот вы думаете, что все, жизнь закончилась, личная жизнь закончилась, вот пусть как идет, так и идет. Так нельзя, ребятушки, потому что я вижу, среди вас такие есть. Далее. Те из вас, кто запланировал какие-то поездки,
Это могут быть разного характера поездки на отдых, там, командировки, там, я не знаю, на природу, куда угодно. Довольно будет такая, знаете, суперская, классная поездка. И независимо от того, с какой целью вы едете, но даже те, кто по работе, вот вы получите какой-то особый такой кайф, потому что будете общаться там и с интересными людьми, и вообще побываете, ну, в какой-то, знаете, очень такой интересной атмосфере. И если вы, допустим, едете туда, где может быть более тепло, ну, по работе я имею в виду, если более тепло, там, если там есть водичка, вы еще и сможете там, ну, немножко искупаться, поплавать, да, вот, то есть два в одном, и поработаете, и покупаетесь, и отдохнете. Кто-то из вас получит, ну, чуть попозже, очень такое долгожданное известие, очень важное для вас, я бы сказала, даже судьбоносное. У кого-то это может касаться работы. Кто-то, может быть, знаете, вот как это бывает, вот прошел, допустим, собеседование, да, на новую работу, вам позвонили, что вот мы вас берем. Ну, это я к примеру сказала. Ну, то есть какое-то важное, независимо от какой сферы. У кого-то это личная жизнь, да, кто-то из вас, возможно, даже ждете звонка от женщины, которая для вас важна, но которая по какой-то причине, ну, на вас злится и обижается. Не забываем, что это общий расклад, поэтому, ребят, подбирайте, переворачивайте под себя, кому что подходит. Далее, смотрите, те из вас, кто живут в токсичных отношениях, а такие тоже среди вас есть, потому что мы знаем, опять же, про общий расклад, да, не забываем про него. Здесь может найти коса на камень, и у вас как раз могут усугубиться вот ситуация между вами, что вы реально начнете задумываться о разводе. Вот как бы вы ни тянули, да, вот вы понимаете, что вы становитесь еще больше чужими, еще больше вот как-то конфликтов, холода, разочарования. И вы все больше будете думать, я думаю, очень скоро вы поставите точку в этих отношениях. Далее, кто-то из вас поймет, что вот каким-то образом, может быть, кто-то диагностику негатива сделает, да, кто-то, может быть, какие-то, я не знаю, там, подклады найдет, либо еще что-то, но вот вы узнаете, что у вас есть какая-то порча на вас. Порча, подклад, да, очень много их разных видов. Но я склоняю, что все-таки вы, наверное, все-таки обратитесь за помощью, и неважно, да, там кто-то ко мне обращается, кто-то к другим людям. Вы узнаете, что вам было сделано, причем сделано на одиночество. Потому как раз у кого-то из вас проиграется, что вы длительный период не можете устроить свою личную жизнь. Кто-то из вас очень плотно займется вот именно какими-то такими, знаете, релаксирующими методиками. Кто-то начнет медитировать, кто-то начнет еще более плотно заниматься психологией, там, тарологией, эзотерикой. То есть вам, знаете, вот это состояние умиротворения, какого-то такого, знаете, ну, отключения от всех проблем. Я даже вот не знаю, как это назвать, но вам нужен, ну, катастрофически вам нужен релакс, причем многим из вас. Потому что присутствует эмоциональное, у кого-то и физическое выгорание. В силу вашей работы, в силу ваших таких длительных хронических стрессов. Поэтому я еще раз говорю, кто-то из вас однозначно увлечется какими-то вот, я не знаю, может быть, кто-то йогой начнет заниматься. Главное, если вы себя завяжете в узел, чтобы был рядом человек, который вас смог бы развязать. Вот что важно. Точно так и в Камасутре, да, ребят, если кто-то будет баловаться там с какой-то девочкой, вы так очень осторожничаете, потому что можно по Камасутре завязаться в узел, а потом не развязаться. И что вы будете делать? Ну так, шутки шутками, погнали дальше. Что еще ждет вас? Влюбитесь. Ой, влюбитесь, ребят. Влюбитесь, это капец. Смотрите, вы человечек, который, ну, наверное, уже в силу таких вот каких-то жизненных перипетий, особенно те, которые давно разошлись, вы, наверное, уже позабыли, что такое любить и быть любимым, да? Напишите в комментариях, у кого это проиграется.
Хотя вам ужасно вот внутренне, да, внутренне, ну не только внутренне, да, вот, ну мечтаете вы о том, чтобы все-таки случилось такое чудо, и вы влюбились. Так вот, в вашей жизни появится новая женщина, хоть вы и будете сомневаться, но эта женщина судьбоносная, эта женщина моложе вас. Ну, как всегда, вы будете себя накручивать, опасаться, а вдруг не получится, а вдруг она обманщица, а вдруг то, а вдруг все. И вот этих вот «а вдруг» в вашей буйной головушке, как всегда, будет много-много-много. Но это будет ваша новая, взаимная, чистая такая, но именно чистая, искренняя любовь, которая не на бобике совершенно будет основана, да, бобик это все хорошо, но когда есть родство душ, когда ты понимаешь, что тебе хочется приходить домой, и тебе не хочется уходить из дома, да, от такой женщины, но это очень важно. И снова я вся в мурашках, ребят. Ну, настолько мне вот эти вот расклады, они меня, так знаете, за душу берут. Поэтому, ребят, кто поставил крест, кто пустил на самотек, ну, как бы вы там не отчаивались, как бы вы не забивали на личную жизнь, ну, придется вам влюбиться. Ну, так звезды сойдутся, понимаете? Ну, вы просто обязаны быть счастливыми. И вы мне, кстати, все напишите в комментариях, что торжественно обещаю быть счастливым, стать счастливым. Правда? Ну, честное пионерское, да? Вот обещайте мне, ребят. Поэтому смотрите, в общем-то, что я могу сказать, так, резюмируя. Финансовое положение у тех, у кого сейчас оно, ну так, подхрамывает, довольно плачевное, будет улучшаться. Вы найдете, как подзаработать денежки, поэтому смотрите, под забором жить вы точно не будете. Я бы сказала, что у всех у вас по-своему жизнь будет улучшаться. И даже те, кто будут расходиться, как я сказала, да, примут решение разойтись, это будет точно в плюс. Потому что так, как вы живете, ребят, ну это и врагу не пожелаешь. Когда одиночество вдвоем, когда живете как соседи, когда не хочется приходить домой и хочется, наоборот, уйти поскорее от такой женщины, куда-нибудь, да, хоть на работу, хоть к друзьям, хоть где-нибудь там посидеть у речки, да, только бы домой не идти. Но это печалька. Это печалька, и так не должно быть. Поэтому правильно, кто из вас все-таки решится. Вот это важный шаг. Это шаг сильного человека. Поставить точку в отношениях. Но это, по сути, мертвые отношения. Это агония перед смертью. Вы просто ее оттягиваете. Я вам скажу, у вас у всех по-своему будет позитивчик. Да, вот такой позитивный позитив. Всем вам идет по-своему удача, счастье, я бы сказала, потому что счастье у всех у нас, это такое понятие очень общее, и у каждого свое счастье. Поэтому, ребятушки, настрой на позитив, все у вас будет хорошо. Вы мне обещали, вы мне честное пионерское давали, да? Все у вас будет потрясающе, чего я вам всеми желаю. Вот такой был сегодня у нас расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!